20 июля 2017 года мир потерял одного из самых знаменательных музыкантов нашего поколения. Ведущий вокалист Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в возрасте 41 года в своем доме в Палос-Вердес Эстейтс, Калифорния. Официально было заявлено, что это был случай самоубийства. Музыкальный мир был потрясен этой новостью, поскольку Честер был любящим отцом 6 детей, всемирно известным рок-музыкантом и хорошим другом многих людей, окружавших его. К сожалению, Честер сталкивался с огромным количеством трудностей в течение своей жизни, и он рассказывал о них как в своих интервью, так и в своем творчестве. Но Честер не только боролся со своими проблемами, он был невероятным музыкантом и артистом. Честер родился в Фениксе, штат Аризона, и провел там большую часть своего детства. Времена, которые должны были быть самыми теплыми и радостными, оказались далеко не такими. Школьный двор сыграл важную роль в повторяющихся проблемах Честера в его дальнейшей жизни. Беннингтон подвергался сексуальному насилию с 7 до 13 лет, и Честер вспоминал об этом в одном из своих интервью. «Ко мне начали приставать, когда мне было лет 7 или 8. Это делал мой друг, который был на несколько лет старше меня. Это переросло из обычного любопытства «Ой, что это за штучка?» в невероятные, безумные вещи. Меня избивали и заставляли делать то, чего я делать не хотел. Это разрушило мою уверенность в себе. Как и большинство людей, я был слишком напуган, чтобы что-либо сказать. Я не хотел, чтобы люди думали, что я гей или что я лгу. Это был ужасный опыт. Сексуальные домогательства продолжались до тех пор, пока мне не исполнилось 13 лет». Что еще хуже, отец Честера был детективом, расследовавшим дела несовершеннолетних, но Честер Беннингтон решил не рассказывать ни ему, ни кому-либо еще об этом, не только по причинам, упомянутым ранее, а потому что боялся прослыть лжецом. Когда Честеру было 11 лет, его родители развелись, и он начал жить со своим отцом отдельно от своей матери. В то время у Честера было 3 братьев и сестер, 2 из них уехали из дома своего отца, а другая его сестра постоянно отсутствовала, ее редко видели дома. Будучи офицером полиции, его отец часто попадал в нескончаемый цикл двойных смен, оставляя Честера в основном без внимания и часто одного дома. Беннингтон был взаперти со своими собственными мыслями на протяжении всего этого периода времени, пережив несколько травмирующих переживаний. Вот откуда взялись его долгие трагические отношения с алкоголем. Вот в этот момент появился его темный пассажир, и по иронии судьбы, именно в это время Честер начал искать выход из реальности в искусстве. Он много писал и пытался разобраться в своих собственных чувствах, которыми часто были разочарование, гнев и печаль, в своих произведениях, стихах и самых ранних песнях. Он также рисовал картины и слушал много музыки. Depeche Mode и Stone Temple Pilots были среди тех, кто помогали юному Честеру пережить его трудные ранние годы. Честер мечтал стать частью группы Stone Temple Pilots, мечта, которую ему действительно удалось осуществить позже на своем жизненном пути. «Это было ужасное время», — сказал Честер об этом периоде. «Я ненавидел всех в своей семье, я чувствовал себя брошенным мамой, мой отец тогда был не очень эмоционально стабилен, и мне не к кому было обратиться, по крайней мере, так чувствовал мой юный разум. Единственное, что я хотел сделать, это никого не видеть и убежать». Когда наркотики вошли в жизнь Беннингтона, его стремление уйти от действительности достигло нового пика. Над Честером постоянно издевались в школе, его возили как тряпичную куклу. По словам его сверстников, он был худым и выглядел не так, как все. И, к сожалению, его страсти к искусству было недостаточно, чтобы в столь юном возрасте самостоятельно справиться с очередными трудностями. «Я принимал по 11 порций кислоты в день», — сказал Беннингтон. «Я принимал столько кислоты, что удивительно, что все еще могу говорить. Я мог выкурить кучу крека, принять немного метамфетамина и просто сидеть кайфовать. Потом мне приходилось покурить опиум, чтобы прийти в себя, и я весил всего 50 килограмм». Это было время, когда он впервые встретился с участниками его первой музыкальной группы Grey Days. Отношения, которые сложились у Честера с его будущими товарищами по группе, он описал как связь, которую он так долго ждал. К нему начала возвращаться часть его уверенности в себе, которая была утрачена из-за детской травмы, полученной в общении с его первыми настоящими друзьями. Проблема заключалась в том, что у этих людей были те же демоны, что и у Честера, и они также вели саморазрушительный образ жизни. Как описал это Беннингтон, накуриваться, много пить и заниматься сексом с замечательными девушками было неплохим спасением от проблем. Со временем увлечение, которое Честер использовал, чтобы убежать от своего трагического прошлого, превратилось в полноценную зависимость. «Я принимал все, чтобы убиться. Пока мне не исполнилось 16 лет, я употреблял тонны ЛСД и много пил. Затем, когда мы не могли найти кислоту, мы переходили на спиды, потому что это было дешево и работало. Меня убивало очень быстро. В обычный день мы с друзьями принимали 1/8 унции кокаина, мы курили кальяны и долбили метамфетамин. Это было дико. Потом мы курили опиум, чтобы успокоиться, или принимали таблетки. И однажды я так надрался, что наложил себе в штаны. Такое себе зрелище.
Его раннее злоупотребление психоактивными веществами также привело, по крайней мере, к одному плохому взаимодействию с теневыми элементами, с которыми часто связан этот образ жизни. Его дом ограбили. Это был не единственный тревожный звонок, который Честер получил за этот период своей жизни. Он переехал к своей матери, когда ему было 17 лет, и она была потрясена, увидев своего сына в таком ужасном состоянии. Честеру было запрещено выходить из дома из-за его многочисленных зависимостей. Как следствие, его алкоголизм постепенно усугублялся. Вскоре он превратился в закоренелого алкоголика. В последующие годы Честер признавался, что пьянство стало доминировать в его жизни в те времена. В погоне за лучшей жизнью, которую, по его мнению, он заслуживал, Честер попытался взять дело в свои руки и устроился на работу в Бургер Кинг. В этот трудный период своей жизни Беннингтон прибивался различными случайными заработками, чтобы обеспечить себя, но в душе он всегда оставался музыкантом. Он получил свой первый настоящий музыкальный опыт, когда пел с местной группой Sean Dowdell and His Friends и присутствовал на одноименной кассете, выпущенной в 1993 году. Это положило начало его музыкальной карьере, и он создал собственную группу под названием The Grey Days, которая состояла из друзей Честера с подростковых лет. На самом деле, группа стала относительно успешной и в то время была известна на местном уровне. Они продали 2000 дисков и были готовы выступить на любом национальном концерте по всему Фениксу. Они вместе спродюсировали и издали 2 альбома, и хотя проекты получили широкую известность на местном уровне, к сожалению, общественное внимание практически не уделялось. Честер знал это и очень застенчиво рассказал о своем первом проекте. У нас было грубоватое звучание, и хотя я горжусь песнями, в большинстве из них не было ничего сверхоригинального. Беннингтон в конце концов покинул группу в 1998 году, что ознаменовало почти годовой перерыв в его музыкальной карьере. В этот период он работал ассистентом в фирме, предоставляющей цифровые услуги, а также женился. В 1999 году Честеру представилась возможность, которая выпадает раз в жизни. Джефф Блу, вице-президент Лос-Анджелесской Warner Records, связался с Честером и предложил перспективу прослушивания с будущими участниками Linkin Park, тогда еще Zero. Участники группы Zero заметили исключительного вокалиста Честера Беннингтона, когда он был в группе The Grey Days, и попросили Джеффа Блу пригласить этого таланта в их группу. Честеру позвонил Джефф Блу в день его 23-летия, 20 марта 1999 года, с просьбой прислать демо-версию со своим вокалом. Полный энтузиазма Честер покинул вечеринку по случаю собственного дня рождения, чтобы начать запись, и отправил демо в течение дня. Как вспоминал Честер, он был очень самоуверен и не подвергал сомнению свои навыки, и не стеснялся это демонстрировать. Со своей стороны, группа искала лучших из лучших. Очевидно, что именно Честер превзошел всех, кто стоял с ним в одном ряду. Обновленная команда получила новое название Hybrid Theory и начала совместную работу над своим первым альбомом. Удивительно, но у группы сложилось негативное первое впечатление о Честере, поскольку Майк Шинода сказал, что Честер выглядел как дрянной парень из ночного бара в Аризоне, но его вокал на нашем демо был невероятным, он пел как гребаный зверь, точно так же, как он пел в расцвете своих вокальных способностей. Несмотря на то, что Честер наконец-то получил возможность осуществить свои мечты, даже в тот период он переживал трудные времена. Владея домом в Фениксе, он был вынужден спать на улицах Лос-Анджелеса. Он говорил, что это было трудное время, и он чувствовал себя чертовски несчастным. Единственное, что поддерживало его, это осознание того, что у них с группой происходит что-то особенное. С этого момента дела постепенно пошли на лад, поскольку совместные усилия Честера и группы привели к огромному успеху их дебютного альбома. Им пришлось сменить название группы на Linkin Park из-за популярности группы Hybrid в то время, но все-таки они сохранили словосочетание Hybrid Theory в качестве названия своего первого альбома. К концу первой недели после выхода дебютного альбома Hybrid Theory было продано 47 тысяч копий. Число, которое со временем выросло до астрономических размеров. Linkin Park взлетели до небес, и в то время только небо было пределом возможностей группы. Они начали гастролировать по всему миру, получая любовь поклонников, огромную известность и признание известных музыкальных критиков. Однако за самыми высокими достижениями последовали самые глубокие падения. Выступая по 5-6 раз в неделю, почти не бывая дома и все время в разъездах, было действительно трудно поддерживать высокий моральный дух. Как описывал это Дэйв Фаррелл, гастролировать перед все большими и большими толпами людей по всему миру было невероятно. Этот опыт одновременно приносил удовлетворение, но и совершенно изматывал. Я рад, что это было в моей жизни, но повторять этого я бы не хотел. Честеру также было трудно приспособиться к темпу жизни в качестве участника самого популярного рок-коллектива начала 2000-х годов. «Я много пил». Потом он добавил: «Я курил травку, и это отделяло меня от остальной группы, потому что они не курили. Я не чувствовал, что у меня есть связь с ребятами.
Мы не чувствовали себя близкими друзьями. Кроме того, мы с моей тогдашней женой постоянно грызлись. Это был довольно неприятный опыт. Я чувствовал, что обречен быть таким одиноким человеком. Я думал, что у меня никогда ни с кем не будет полноценных отношений. Мне казалось, что единственные друзья, которые у меня были, это Джек Дэниелс и Мэри Джейн. На тот момент я никогда не выступал на шоу трезвым. Я всегда курил травку вплоть до того момента, как мы выходили на сцену. Сразу после окончания шоу я шел и напивался. Группа не могла позволить себе остановиться и утратить свой импульс, поэтому путь саморазрушения Честера становился все более и более опасным по мере того, как график становился все более загруженным, ожидания фанатов росли, а его личная жизнь превращалась в хаос. Честер боролся с тяжелым случаем токсикомании, употреблял много алкоголя, глотал таблетки и вдобавок ко всему пристрастился к мету. Я был в полном беспорядке, я падал из окон, у меня были припадки, и все это время я еще находился в больнице. Это какое-то сумасшествие, я был развалюхой. В конце концов, Честер обратился за помощью к своим самым близким людям, поскольку ему казалось, что если бы он попытался сделать это самостоятельно, у него бы ничего не получилось. По словам самого Честера, к счастью, все пришли ему на помощь. Он перестал пить, развелся и снова женился, открывшись остальным членам группы во время сеансов индивидуальных бесед. С помощью своей семьи и друзей Честер получил возможность, которой, к сожалению, у него не было в детстве. Он получил второй шанс и отказался от наркотиков в 2006 году. В течение следующего десятилетия Честер постоянно боролся со своими внутренними демонами, но на этот раз он был не одинок. В 2011 году он объявил, что бросил пить, отметив, что «я просто не хочу быть больше таким человеком». Честер создал бесчисленное количество культовых песен, которые вдохновили сотни миллионов людей по всему миру, хотя, к сожалению, сам себе помочь он не смог. Он всегда открыто рассказывал о трудностях, которые ему пришлось пережить на своем жизненном пути, и делился этим с поклонниками в своем творчестве. Позже в своей жизни он все более открыто высказывался о своих проблемах в интервью и в песнях. В одном из своих последних интервью он сказал следующее. «Я знаю, что для меня, когда я сам в своих мыслях, когда я остаюсь сам собой, это становится невыносимо. Я про это место, про место между моими ушами. Это плохое место, и я не должен там оставаться один. Я не могу быть там один. Вы не представляете, какие там творятся вещи. Я не должен оставаться один на один с собой, и поэтому, когда это происходит, вся моя жизнь рушится. Если я остаюсь наедине, поверьте, ничего хорошего мой внутренний голос мне не говорит. Там есть еще один, другой Честер, который хочет меня уничтожить». Он открыто прокомментировал то, что было причиной стольких его проблем на протяжении всей жизни. По собственным словам Честера, на самом деле именно он сам был самой большой проблемой, но становилось все только хуже. В последний год своей жизни Честер потерял близкого друга, Криса Корнелла, который покончил с собой за 2 месяца до смерти Честера Беннингтона. Предположительно, у Честера также были серьезные проблемы с браком, поскольку в этот период все разваливалось, а последний альбом One More Light, который вышел у Linkin Park, был встречен резкой критикой со стороны поклонников. Как позже сказала его жена Линда Беннингтон, это была жизнь, полная эмоциональной боли. Печально то, что жизненный путь Честера слишком рано был прерван событиями, которые полностью вышли из-под его контроля. В детстве он был глубоко травмирован и нес этот груз в одиночку, выбирая неправильные пути в раннем подростковом возрасте и пристрастившись к наркотикам. Тем не менее, со временем ему удалось найти настоящих друзей и создать свою собственную семью. Его шрамы были слишком глубокими, чтобы их можно было полностью вылечить. Он не мог спастись сам, хотя то, что он продержался 41 год, уже достижение. Хотя он внес свой вклад в жизни миллионов подростков и людей всех возрастов и повлиял на всех нас своим искусством, все это делает жизнь Честера очень трагичной, но невероятно важной историей. Наследие Честера навсегда останется в душе и сердце каждого поклонника, каждого человека, которого он вдохновил и кому помогал создавать свою музыку. Он оставил воспоминания, которые люди никогда не забудут. Каждый год новые люди узнают о Linkin Park из-за того, насколько они были популярны и какое влияние оказали на всех нас.